Наверное, каждый игрок, который хоть раз играл в PUBG Mobile, задумывался над тем, чтобы научиться играть чуть лучше в эту игру. Но как это сделать? Давайте в этом видосе я постараюсь ответить на этот вопрос. Всем привет, меня зовут Инвиз, но мы погнали. Кстати, ребят, не забываем подписываться на мой канал и ставить пальчик вверх. Меня очень сильно это мотивирует снимать контент дальше, и таким образом вы меня поддерживаете. Давайте косарь лайков наберем, я уверен, что вы сможете это сделать без каких-либо проблем. Также не забываем подписываться на мой телеграм-канал, так я смогу с вами держать связь, если вдруг что-то случится с ютубом. Да и плюс я туда публикую тот контент, который вы можете не увидеть на ютубе. Поэтому залетай в телегу, ссылочка есть в описании и в комментариях. Ну а мы погнали дальше к видосу. Первое, наверное, с чего стоит начать, это с чувствительности. С вашей чувствительности. Ведь правильно настроенная чувствительность — это уже очень большой шаг к тому, чтобы играть лучше. Теперь вопрос, как настроить чувствительность? Показывать, как ее настроить в этом видео, я точно не буду. Для этого я снимал кучу других видео на своем канале. Вы можете перейти по любому из этого видео, которое вы сейчас видите на экране. Ссылочка на него будет в описании. И по этому видео вы можете настроить себе очень хорошую чувствительность. Следующий шаг — это ваша раскладка, ваше управление. Ведь правильно подобранное управление под пальцы под ваш хват, под ваш стиль игры — это еще один большой шаг к тому, чтобы играть лучше. Я рекомендую вам начать с 4 пальцев, настроить раскладку под 4 пальца и также дальше двигаться, пробовать добавлять либо уменьшать количество пальцев. Но я считаю что идеально все-таки будет хватать 4 пальца под игру, и больше не нужно. Поэтому если вы играете в 2 пальца, в 3 пальца, то рекомендую вам перейти в 4 пальца, настроить чувствительность. Гайд у меня на канале есть тоже по тому, как настроить эту чувствительность. Ссылочка будет тоже в описании. Заходите, смотрите. Ничего сложного в этом нету. Итак, вы настроили чувствительность, настроили раскладку. Что же дальше? А дальше все просто. Нужно просто заходить на полигон и оттачивать свою раскладку с чувствительностью. Проводить тренировки, постоянные тренировки, минимум 2 часа в день, и тогда через неделю вы почувствуете очень большой прирост к своей игре. Но помимо тренировок нужно еще как-никак развивать свой опыт в игре, увеличивать опыт, становиться морально сильнее, научиться думать. То есть научиться принимать решения в игре, которые, если вы не примете, могут повернуть вашу игру в отрицательный, так сказать, конец. Поэтому помимо тренировок, помимо задротства стрельбы, задротства там раскладки, нужно еще понимать, нужно еще думать, нужно еще развивать свою голову в этой игре, потому что одной стрельбы вам будет недостаточно, одного управления вам будет недостаточно. Это лишь один шаг к тому, чтобы играть лучше. И помимо сейчас тренировок, которые я бы сейчас хотел вам показать, которые достаточно сильно помогут вам развить ваш АИМ, развить ваше управление, помимо тренировок нужно еще играть часто там ТДМки, катки обычные в соло против сквадов, прыгать в какое-то мясное место там. Я не знаю сейчас, кстати, какие мясные места, я в пабг давно не заходил, не играл, именно в паблик. Вот, но нужно прыгать в мясные места, туда, где играет большое количество людей, и прыгает туда. И таким образом вы сможете развивать как раз-таки думку в игре. То есть принимать решения, пушить данного человека, не пушить данного человека. То есть выходить в опен, не выходить в опен. Ведь не всегда вот это вот, так сказать, будем называть его выебонством, да, там вот это вот движение, оно вас в основном, в принципе, никогда спасать не будет. Это только добавляет вам какой-то уверенности, но по факту, как бы вы ни старались, и сколько бы у вас часов не было наиграно на полигоне, то есть какая бы у вас идеальная стрельба ни была, там, какой бы АИМ у вас идеальный не был, зажим также, этого будет недостаточно, потому что не зря опытный игрок переигрывает какого-нибудь задрота лютого. Ведь сейчас у нас в PUBG очень много задротов лютых, тиктокеров, которые делают там всякие ноускопы, к примеру. Но это опять же удачные дубли, либо челики, которые там клоусфайтеры, как их называют, да.
Ведь они не сравнятся с какими-нибудь киберспортсменами, у которых наиграно в PUBG 20 тысяч часов и которые занимают свое место в организации. Ведь эти игроки, они дошли до этого головой, в первую очередь. Поверьте, когда я играл с ребятами на одном уровне, которые сейчас в каких-то организациях находятся, вот когда я с этими ребятами играл, они стреляли намного хуже меня. Вот намного хуже меня они стреляли, честно говоря. Прям отвратительная стрельба была. Но при этом они попали в организацию. Почему? Может быть, потому что они думали головой. Поэтому стоит задуматься. И помимо того, чтобы качать вот эту вот стрельбу, я рекомендую вам все-таки еще и стараться думать в игре, потому что без этого желанного результата вы точно не добьетесь, поверьте мне на слово. Поэтому наигрывайте опыт, играйте с умом, подходите к разным моментам также с умом, и не нужно просто задротить стрельбу, брать настройки каких-то ютуберов, каких-то тиктокеров, следовать каким-то правилам, следовать каким-то, как это сказать, устоявшимся, так сказать, традициям в PUBG, которые гласят, если ты хорошо стреляешь, значит ты станешь очень хорошо играть. Нет, это далеко не так. PUBG Mobile — это не такая игра, где тебе достаточно будет хорошо стрелять. Да, мобильный PUBG у нас он аркадный, то есть он у нас простой. Он у нас не сравнится с компьютерным PUBG или не сравнится с какими-то компьютерными играми, ведь тут все происходит более, так сказать, быстрее, мобильней, ну, аркадней. Не зря все мобильные игры, они более динамичные. Вот, чтобы было играть легче и проще. Если ее взять, эту игру компьютерную, перенести на телефон, то не будет той конкуренции, которая возникает на компьютерных, так сказать, сценах, на компьютерном киберспорте. Поэтому, как я сказал ранее, нужно тут тоже думать, как и в компьютерных играх. Вот. Давайте сейчас я для начала покажу вообще, что может улучшить вашу стрельбу и вообще владение вашей раскладкой. Только после этого вы сделаете какой-то шаг небольшой в улучшение своей игры. И после я рекомендую вам чаще играть именно в паблике, стараться думать головой, стараться быть грамотным и уверенным в своей игре, потому что хитрый игрок и умный игрок переиграет любого лютого задрота, будь то игрок, который 20 тысяч часов проиграл на полигоне. Вот. То есть даже такого игрока умный хитрый игрок сможет убить. Поэтому не забывайте об этом и знайте, если игрок будет совмещать свою хорошую стрельбу, владение раскладкой с умом, то вы сможете по-другому понять эту игру и по-другому ее прочувствовать. Вы сможете творить такие вещи, которые не могли делать раньше, и вообще задумываться о таких вещах раньше. Давайте сейчас я вам покажу, что вообще можно делать для того, чтобы улучшать ваш АИМ и улучшать владение раскладкой. Первое упражнение, которое я постоянно делаю, это супер банальное упражнение, супер простое. Это берем штурмовую винтовку, любую, в моем случае это М-ка, снимаем с нее все обвесы, которые влияют на зажим в лучшую сторону. Я оставил только магазин увеличенный, потому что у меня тогда больше патронов в М-ке. Вот, но для начала я рекомендую даже его убрать, чтобы привыкнуть к спрею 30 патрон. Спрей у нас это зажим, простыми словами. И сейчас я показываю, что нужно делать. Мы надеваем любой прицел. Ну, я начинаю с точки, я вам тоже так рекомендую делать. Мы становимся сюда, на эту площадку, и просто начинаем тапать по 2-3 раза мишеньки, пока вы ее не собьете. Тут вы сбиваете мишенек 100 и дальше переходите к прицелу выше. То есть, так сказать, тренируете прицелы, с которыми вы играете. В моем случае это точка, тройка, четверка, шестерка. Показываю также с тройкой. Сейчас не взялась. Комбинируйте это все с выходом из прицела обязательно. То есть не просто находясь в прицеле тапайте по мишенькам, а еще выходите из прицела.
Также старайтесь использовать ваше приседание и старайтесь использовать как можно больше кнопок вашей раскладки для того, чтобы поразить мишень. Потому что если вы будете тупо стоять и вот так вот делать, то, ну, соответственно, никакого взаимодействия с вашей раскладкой, которую вы сделали, его не будет. Поэтому максимально используйте все кнопки, даже наклоны, чтобы поразить мишень. И самое главное, тапайте. Ведь тапанье, оно очень сильно развивает моторику. Таким образом, вы чувствуете кнопки свои. То есть вы будете поначалу тупить, потому что тапать с новой раскладкой сложно. Вы будете другие кнопки путать. Ведь мне нужно одновременно нажать пресет, прицел, еще и тапнуть. Не зажать именно пальцем кнопку стрельбы, а именно тапнуть. Это как раз таки и развивает владение вашей раскладкой, и плюс еще аим, потому что тапать тоже не всегда удобно, потому что в моем случае у меня гироскоп, то есть достаточно все-таки большая у него чувствительность. Вот. И когда я начинаю тапать, у меня немножечко аим сбивается, поэтому это надо тоже учитывать. Тапанье, оно улучшает даже аим, поэтому учитывайте данный момент. И вот так вот делаем. Также не стоим на месте, двигаемся по-разному. Берем теперь четверку, отстреляли 100 мишенек и меняем прицел. Дальше отстреляли так 100 мишенек и начинаем как раз таки уже не выходить из прицела, использовать пресет и находясь в прицеле, используя наклоны, ну, оставаясь в прицеле, убивать мишеньки зажимом и тапами. Показываю, как это делать. То есть мы постоянно приседаем, встаем, садимся и постоянно меняем наклоны в разные стороны, чтобы привыкать к наклонам тоже. И понять, куда у нас уходит прицел во время наклона. И также то тапаем, то зажимаем, чтобы не привыкать постоянно к только зажиму, то есть чтобы уметь тапать тоже. Также отстреляли 100 мишенек и меняем прицел. Если вы дошли уже до максимального скопа прицела, то рекомендую вернуться обратно и также набивать, то есть сделать еще один круг по 100 мишенек на каждый прицел. Дальше я рекомендую просто без приседи, без наклонов, стоя, зажимать, двигая при этом джойстиком, входя-выходя из прицела, зажимать по мишенькам. Показываю, как это делать. Отбиваем так 100 мишенек и дальше начинаем использовать уже пресет. То есть делаем все то же самое, но с преседью.
Дальше увеличиваем прицел ваш. Делаем сначала стоя в прицеле, потом уже используем пресет. Обязательно выходите из прицела, чтобы также развивать вашу моторику. Дальше, что бы я еще предложил поделать, это пофликать по вот этим мишенькам. Что значит пофликать? Это резко понаводиться и желательно в голову. Вот. То есть показываю, как это делать. Берем точку и аналогичным образом делаем. Делаем все так же аналогично, как и тут. Теперь увеличиваем прицел и делаем то же самое. Дальше к этому всему мы добавляем движение влево-право, ну, вообще просто мансование, и входим в прицел. Дальше к этому всему мы добавляем движение нашего персонажа и вход из прицела, без приседи и без наклонов. Примерно так это делаем. Также 100 мишенек, меняем прицел и делаем аналогично. Дальше начинаем использовать пресет, наклоны и делаем аналогично все, желательно резко, переходя с мишеньки на мишень. Показываю. Также меняем прицел. Можно пробовать делать это очередями. Комбинируем вход из прицела, то есть не привыкаем к какому-то одному сценарию, используем разные кнопки и делаем разные действия, чтобы не привыкать к какому-то одному сценарию. Дальше можно взять болтовочку и с болтовочкой поделать флики. Ну, либо резко понаводиться просто на мишеньке. Можно на эти тоже. Ну и дальше, чтобы чуть-чуть уметь зажимать по машинам, просто подходим сюда, входим в прицел, берем четверку, тройку, можно также вообще коллиматорный. Показываю на примере четверки. У нас есть мост, и мы импровизируем то, что по мосту едет машина, и мы по ней начинаем зажимать. Мы должны привыкнуть к тому, что на какой скорости летит пуля, на каком расстоянии она начинает падать, какое вообще надо брать упреждение наперед, чтобы попадать по противнику. Поэтому для этого мы начинаем просто зажимать и медленно вести прицел. Тут также отличается в стрельбе
по машинам немножечко у нас отдача. К этому тоже нужно привыкнуть. Мы привыкли, увидели, как летят у нас пули, а теперь начинаем зажимать вдоль вот этого моста, чтобы у нас все пули приходились прям наверх этого моста. Я сейчас возьму магазин большой, надену. И также тренируйтесь, пробуйте так сделать, чтобы ваши пули без обвесов летели во верхушку этого моста. То есть желательно привыкнуть к этому. В принципе, это такие простые упражнения. Больше ничем я вас нагружать этим не буду, потому что придумывать что-то другое нету смысла, так как придумывать велосипед. Есть банальные простые упражнения, чтобы не усложнять вам жизнь. Просто тренируйтесь по этим упражнениям, и дальше вы уже будете понимать, что вам уже это не нужно, вам нужно что-то другое, вы можете придумать что-то для себя. Допустим, встали не тут, встали тут, взяли точку и начинаете вот так вот в наклоне пикать по мишенькам. То есть вам никто не запрещает так делать. Поэтому взяли, встали сюда и тренируйтесь. Взяли, вошли в первое лицо и также тренируйтесь. Тренируйте вашу реакцию, вход в прицел. То есть развивайте моторику. Никто вам не мешает так делать. Либо, к примеру, стали, например, сюда и стали пикать просто угол. Привыкать к наклону, привыкать, как персонаж выходит из-под угла. Старайтесь сделать это правильно, не высовывать все тело. Также захотели позажимать по типа какому-то там врагу. Выдумать его можно для себя. Стали сюда, позажимали по вот этим мишенькам. Потом взяли, поменяли локацию, например, встали туда. Вот так вот встали, также взяли в наклон, вошли по этой мишени, постреляли по этой. Потом взяли, допустим, ну тут нельзя, встали сюда, например, и также выходите, пытаетесь там убить вот эти мишеньки. То есть самое главное, чтобы вы использовали все ваши пальцы на полигоне и просто привыкали к вашей раскладке, привыкали к расположению кнопок и банально тренировали АИМ, который... Тренировать, в принципе, можно на полигоне разными способами. Я показал самый простой, самый надежный способ, которым я когда-то давно пользовался. Вот. Это, в принципе, все по полигону. Вот. Это поможет вам немножечко сделать шаг в улучшение вашей игры. Я вам не гарантирую, не обещаю то, что после моих упражнений, то, что после вообще... того, как вы настроите чувствительность, настроите раскладку. Я не гарантирую, что вы будете играть просто во много раз лучше, чем играли. Вы будете играть немного лучше, это я вам точно обещаю. Но вот насколько, это будет уже зависеть от вас, поверьте. От вашей головы, от вашего мышления и от того, какой у вас вообще опыт есть в этой игре. Знаете, скиллу нету предела, и только вы влияете на то, как вы будете играть. То есть не то, какая у вас там раскладка у вас киберспортсмена, или вы эту раскладку сами настроили. Самое, конечно, классное — это настроить раскладку самому, настроить чувствительность самому, к ней привыкнуть, к чувствительности раскладки, и уже от этого плясать, от этого двигаться, потому что свое всегда лучше, запомните это. Ну и не забывайте про мои ранее сказанные слова, то, что влияет не только АИМ, влияет не только ваша раскладка, а влияет в первую очередь ваше мышление и ваша голова во время игры. Старайтесь изучать противника, старайтесь действовать в игре как-то нестандартно, потому что это в большинстве случаев может сыграть вам на руку. Смотрите всяких киберспортсменов по этой игре, смотрите турниры, которые проходят по этой игре, смотрите, кто как играет, кто как двигается, берите что-то для себя, подчеркивайте что-то для себя, потому что опыт и ваша голова и есть залог победы. Сидеть 24 часа в сутки на полигоне я вам не рекомендую. Лучше тратьте это время с умом, смотрите какие-нибудь турниры, либо взяли в соло, запустились в паблик и
пошли нагибать сквады. Если вас убил сквад, либо закрыл какой-то челик, не стоит расстраиваться, не стоит опускать руки. Взяли, собрались силами и по новой пошли просто играть и не допускать тех же ошибок, которые вы допустили, чтобы вас этот чел убил. Все банально и просто. Никакого секрета в супер крутой игре нету. Все зависит просто от того, как вы размышляете, как вы думаете. Если плохо размышляете, тренируйте вашу голову, тренируйте ваше мышление, и вы заметите результат. Ну а с вами был Инвиз. Не забываем подписываться на мой канал. А кто не понял, прожимать красную кнопочку подписаться. И не забывайте ставить палец вверх. Меня очень сильно это мотивирует. И таким образом вы меня очень сильно поддерживаете. Давайте наберем 1000 лайков. Я уверен, что вы лютые красавчики, и у вас получится это сделать. Ну а с вами был Инвиз. Всем пока-пока. До новых встреч.